Всем привет, меня зовут Данил Толстый, я фитнес-наставник, и сегодня я расскажу, как накачать ягодицы и что делать, если ты их не чувствуешь во время тренировки. Если ты с таким сталкивалась, ставь лайк и смотри видео дальше. Чтобы проверить, насколько хорошо у тебя ягодицы включаются в работу, необходимо сделать один простой тест. Занимаем исходное положение, ногами опираемся в пол и приподняли ягодицы, не касаясь пола. Стоим в таком положении минуту. Если в этом случае у нас устает квадрицепс и спина, значит ягодицы плохо включаются в работу, и тебе обязательно нужно сделать этот комплекс до конца. Примерно 1 минуту. Первое, что стоит сделать, это включить работу, активировать ягодичные мышцы. Для этого нам понадобится ролл для миофасциального релиза и коврик. Берем ролл для МФР, занимаем исходное положение сидя. Ногу, по которой мы будем делать МФР, закидываем на соседнюю. Вес тела переносим на ту ягодицу ноги, которая согнута, и делаем прокатывающие движения. Около 20 раз. Это необходимо для того, чтобы включить в работу ягодичные мышцы, активировать их и в последующем во время тренировки чувствовать их гораздо лучше. Если ты испытываешь где-то болевые ощущения, остановись в этом месте и подожди. После того, как боль снизится до 3 баллов, можно продолжить дальше. И выполни на следующую ногу. Перед тем, как делать упражнения на ягодицы, сделай предварительное утомление с помощью фитнес-резинок. Необходимо надеть на голень. Перед основным упражнением делаем предварительное утомление. Для этого делаем примерно 20 отведений бедра, не расслабляя резину. После чего выполняем то же самое на другую ногу. К этому моменту ягодицы будут уже уставшие, и в основном упражнении ты больше будешь чувствовать ягодицы, нежели чем квадрицепс. Научись включать в работу ягодицы, а не выполнять движения. Для этого встаешь на какую-то платформу, это могут быть диски, либо йога-куб, слегка наклоняешь корпус назад за счет отведения таза назад, и с этого положения стараешься максимально напрячь ягодицу. Для этого руку можно положить на ягодицу, чтобы улучшить проприорецепцию, и напрягла. При максимальном сокращении ягодицы будет происходить разгибание бедра с небольшой ротацией наружу. Плавно расслабила, выдох, опять напрягла. Не стараешься поднять ногу как можно выше. В этом случае движение будет осуществляться в поясничном отделе, а не в тазобедренном. После того, как ты сделала также 10-15 повторений на каждую ногу, почувствовав работу ягодиц, можно сделать то же самое с фитнес-резинками. И третье, делай этот комплекс каждый день дома для того, чтобы твои ягодицы знали, как правильно сокращаться. И тогда в повседневной жизни, во время ходьбы и также во время тренировок ты хорошо будешь чувствовать их работу. Первый комплекс. Занимаем исходное положение сидя на лавке, выпрямили ноги, после чего согнули. Здесь остаемся в исходном положении. Левая нога прямая, вторую ногу ставим на опору. И с этого положения сделали дедлифт на одной ноге. Вдох, плавно наклонились вперед, слегка согнув ногу. И на выдохе вернулись в исходное положение. В этом положении вы должны почувствовать работу именно ягодиц. Не спины, не передней поверхности бедра, только ягодичные мышцы. Вес тела полностью на впереди стоящей ноге, около 90%. Наклонившись вперед, вес тела полностью на впереди стоящей ноге. Выполняем таких 3 подхода по 20 повторений, после чего меняем ногу. Движение только в тазобедренном суставе, в поясничном движение полностью отсутствует. Второй сет на ягодицы, который можно делать каждый день дома, это боковая планка. Исходное положение. Лежа на боку, локтевой сустав располагаем под плечевым, нижняя нога согнута, вторая нога прямая. Корпус держим прямо. На выдохе подняли таз наверх, напрягая ягодичные мышцы. На вдохе возвращаем в исходное положение, не касаясь пола. Выдох наверх. Также делаем по 20 повторений
3 подхода на каждую сторону. Это позволит максимально хорошо включать ягодичные мышцы в работу. Стараемся, чтобы у нас меньше напрягались косые мышцы и больше в работу включались именно ягодичные. И третье упражнение – это максимальное включение в работу ягодиц, их сокращение. Ноги просто расслаблены. Из этого положения максимально напрягли ягодицы, сократив их. И на вдохе плавно расслабили. Опять максимально сократили их. И на вдохе максимально расслабили. Примерно это же движение мы делаем при разгибании бедра. И когда вы будете выполнять основную тренировку, стараемся делать то же самое во время приседаний, выпадов, либо выполняя дедлифт. То есть наша задача максимально сократить ягодицы, после чего их расслабить. Без напряжения передней поверхности бедра, без напряжения квадрицепса. Если было полезно, подпишись на канал, для того, чтобы не пропустить в следующий раз топ-3 упражнений на ягодицы в домашних условиях.